Дорогие друзья, когда-то в Иерусалиме стоял храм. И храм этот был посвящен Царице Небесной. И Царицей Небесной называли Инанну, Иштар, Астарту. За историю человечества небесными царицами у разных народов являлись богини, которые были главенствующие, матери богини. Царицей Небесной в скандинавской теологии является Дану, матерь всех богов. Ее так и называли Дану Богородица. Царицей Небесной у армян или Богородица Матерь являлась Анаит, богиня Анаит. У вавилонских халдейских народностей Царицей Небесной была Инанна, которую ассирийцы называли Иштар, и которая, выйдя за бога Астарта, взяла его имя и назвала себя еще и Астартой. Астарт или Астарот – это один из ее супругов. Говорили, что она выходит замуж, но остается девственной. Я хочу попросить вас, чтобы иметь представление об Инанне Иштар, посмотреть мою лекцию «Астарта, Инанна, Иштар. Ведьмина изба» и внимательно изучить лекцию о ней, чтобы понять, кто она была, кем она являлась, потому что в одной лекции я не смогу вам рассказать все, что, то есть в одном ролике, все, что рассказала на лекции подробно. То есть главенствующие богини назывались матери богини, царицы небесные, те, которые рождали новых богов. У индусов в индуистской религии царицей небесной являлась Ешода, мать Кришны. Ее так именовали, Богоматерью. И христианство, понимая эту огромную тягу и желание поклонения материнскому началу, потому как каждый человек стремится под защиту матери. Сколько бы нам ни было лет, мы обычно, если у нас что-то болит или резко там колет где-нибудь, мы говорим: «Ой, мамочки, мама». Это говорит о том, что материнское начало у нас заложено очень глубоко и не вытравить. И очень многое христианство, понимая, что никак невозможно убрать из памяти народной ни праздники, ни поклонения божествам, они просто их переделали под себя, переименовали. Так вот, Иеремия разрушил храм в Иерусалиме. И храм был посвящен Царице Небесной. И звали ее Инанна Иштар, Астарта. Некогда, будучи женой Астарофта, она взяла его имя. В женском варианте Астарта. Но Яхве, которому служил Иеремия, безумно любил ее и ненавидел, потому как она когда-то была и его женой в том числе. Ненавидел и запрещал всякий культ, связанный с Иштар, и всякий культ, связанный со Астарофтом и Ваалом, поскольку Ваал увел ее у него, а Астарофт когда-то был ее мужем, еще одним мужем. Астарта – самая популярная богиня во многих пантеонах. Ее почитали в египетском пантеоне. Вот здесь она изображена именно в египетском пантеоне. Ее почитали в Ассирии, в Закавказье.
Ее почитали римляне, когда стали завоевывать Восток. Они стали строить храмы Астарте и Нанне. Ее культ пришелся им по душе. Она покровительствовала материнству, она покровительствовала женскому началу, женской страсти. Она защищала женщин от произвола. А за помощью для приобретения доблести, храбрости, стратегии к ней обращались мужчины. И она по праву заслужила это имя. Небесная царица. Считалось, что она покровительствует с небес всем тем, кто хочет жить счастливо. И она презирает и ненавидит страдания. Именно потому, один раз увидев крест, она перевернула и воткнула в землю, сказав: отныне перевернутый крест будет символом не страданий, жизни без страданий. Почему вы так возлюбили страдания и забыли, что есть в мире счастье и жизнь без страданий и мучений? И вот она избавляет от страданий, когда к ней обращаются. Статуи Астарты, дома держать обычным людям не рекомендую, потому что она еще и богиня войны, богиня магии, разных своих ипостасиях. Кроме того, что она богиня страсти. Ее можно было, ее изваяние, держать дома жрецам, тем, кто поклоняется ей, именно служит всю свою жизнь, но никак не обычным людям. Но обращаться к ней можно было. Нужно было соблюдать определенные традиции. Итак, подготовьте атрушан, то есть жертвенник огня, много свечей, много огня. Ночью или ранним утром читайте ей 13 раз заклятие и тушите свечи, но гасильника. Как только она поможет вам в трудной ситуации, это обращение к ней, это просьба ее покровительства в любой трудной ситуации, которая у вас происходит. И как только она вам поможет, возьмите вино полусладкое, идите в какое-нибудь уединенное место в лесу, под дерево вылейте это вино и привяжите к дереву красный платок или красную ленту. С благодарностью к ней просто благодарите своими словами. Отвернитесь и уходите. Ей многого не нужно от вас. Только уважение и почитание, понимание того, что вы оценили то, что она для вас сделала. Итак, слова следующие. Читать нужно 13 раз и в конце озвучить свою просьбу. Озвучить четко и ясно. Ну, например, помоги мне там в этом деле или в том деле. Нельзя у нее просить в этом ритуале, в этих заговорах приворота. Нельзя у нее просить в этом ритуале, заговоре смерти врагам и прочее. Просьба должна касаться именно лично вас, решить какую-либо проблему. Может выиграть суд, помочь, может помочь решить какой-то спор в семье и прочее. То есть такой вопрос, который имеет материальный характер. Ну, может, на работе, чтобы отстали, чтобы дали работать, чтобы приняли ваш проект, чтобы вас на работу приняли туда, куда вы хотите и прочее. Вот такого рода просьбы. О Царица Небесная, о Матерь благодатного зверя, ты источник страсти и душевных чувств. Ты, презирающая страдания, я склоняюсь перед священным Атрушаном Твоим. О дарующее спасение, Царица Небесная, Астарта, Инанна Иштар, ты между тьмой и светом, между живыми и мертвыми. Ты сама в себе зачала силу. О ты невинная, но полная страсти. О Матерь Небесная, услышь меня сейчас.
и подсоби мне в моей беде. Прошу тебя и заклинаю. И говорите свою просьбу, что у вас, что вы хотите, четко и ясно. Помоги мне в этом и в этом. О Царица Небесная, о Матерь благодатного зверя, ты источник страсти и душевных чувств, ты презирающая страдания. Я склоняюсь перед священным твоим Атрушаном, о дарующее спасение, о Царица Небесная Астарта, Инанна Иштар, ты между тьмой и светом, между живыми и мертвыми. Ты сама в себе зачала силу. О, ты невинная, но полная страсти. О, Матерь Небесная, услышь меня сейчас и подсоби, прошу тебя и заклинаю. Подсоби в моей беде или просто подсоби, это не столь важно. О, Царица Небесная, о Матерь благодатного зверя, ты источник страсти и душевных чувств. Ты презирающая страдания. Я склоняюсь перед священным твоим Атрушаном. О дарующее спасение, о Царица Небесная Астарта, Инанна Иштар. Ты между тьмой и светом, между живыми и мертвыми. Ты сама в себе зачала силу. О, ты невинная, но полная страсти. О, Матерь Небесная, услышь меня сейчас и подсоби, прошу тебя и заклинаю. 13 раз читайте. Нужно тушить свечи и убрать. Вы эти свечи можете использовать и в других ритуалах, если, конечно, они не восковые тонкие. Восковые тонкие лучше оставить догореть до конца. Огарки просто выкиньте. Как только у вас получится, обязательно откупитесь. Как я сказала. Всем удачи. И пусть Царица Небесная вам покровительствует. Настоящая Царица Небесная, а не придуманная. После, намного после.